Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Брюсселе вновь обсуждается устойчивость института власти. В Европарламенте вынесен очередной вотум недоверия Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. В Германии обсуждается снижение доверия к банковской системе после крупного ограбления отделения Шпаркассы. Расследование рассматривается как важный сигнал для всей отрасли. Одновременно Берлин принимает редкие решения о высылке осужденных лиц в Сирию и Афганистан, на фоне чего миграционная политика Германии становится более строгой. И это еще не все. Канцлер Германии Фридрих Мерц публично признал провал коммуникации правительства, бизнес и региону все хуже понимают сегодняшнее решение этой власти. И еще один важный сигнал для Германии и Европейского Союза. Волна корпоративных банкротств достигла уровня, сопоставимого с периодом финансового кризиса. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, очередной раунд политических обсуждений в Брюсселе. Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен вновь вынуждена отстаивать свое положение в Европейском парламенте. Европарламент на этой неделе поставил на голосование еще один вотум недоверия ей и всей комиссии, и это уже четвертый за последние полгода. Инициаторы правые популисты из группы «Патриоты за Европу», которые прямо обвиняют фон дер Ляйен в непрозрачных решениях и прежде всего в поддержке спорного торгового соглашения Европейского Союза с 4 странами Южной Америки Меркосур, такими как Бразилия, Аргентина, Уругваем и Парагваем. Они считают, что это соглашение подрывает интересы европейских фермеров и производителей. Это не первый такой выпад, так как подобные попытки уже предпринимались в прошлом году и летом 2025, но закончились серьезным поражением для критиков. В июле прошлого года, напомню, парламент проголосовал за сохранение доверия фон дер Ляйен. Тогда 360 депутатов выступили против отставки, 175 проголосовали за и 18 воздержались. Тем не менее, повторяющиеся вотумы недоверия формируют затяжную такую политическую дискуссию внутри ЕС. Оппоненты из правых и части левых фракций утверждают, что комиссия недостаточно учитывает позицию национальных парламентов и избирателей, а также критикуют ее за экономические и торговые шаги. Для фон дер Ляйен это проверка на прочность, а я вам все-таки напомню, что официально отставка ЕС-комиссии возможна только при поддержке 2/3 голосов парламента и большинства всех депутатов. И пока такой поддержки нет, и шансы на успех крайне малы. Следующая новость одна из самых важных для Германии. В Германии возникает серьезный повод для обсуждения состояния банковской системы. После одного из самых дерзких ограблений в истории страны, Шпаркассы в Гельзенкирхене пытается частично вернуться к работе, но доверие клиентов под вопросом. Прошло почти 2 недели после миллионного налета, банк открыл только зону самообслуживания и банкоматы. Все остальное закрыто, хранилище опечатано, полиция внутри, вследствие идет круглосуточно. Что же тогда произошло? Не уличный налет и не разбитое окно. Злоумышленники получили доступ к хранилищу и вскрыли около 3100 индивидуальных ячеек. Деньги, драгоценности и личные ценности были похищены в ходе ограбления. Полиция называет это преступлением другого уровня. Масштаб просто колоссальный. В расследовании задействованы около 230 следователей, ущерб составляет десятки миллионов евро, точную сумму до сих пор не могут назвать. И главный вопрос, как такое вообще стало возможно? По данным следствия, сигнализация не сработала, камеры не дали полной картины, клиенты в ярости, люди говорят, цитата, «Мы доверяли банку самое ценное и остались сегодня ни с чем». Некоторые потеряли даже сотни тысяч евро, и пока не ясно, кто в таком объеме будет компенсировать убытки. Шпаркасса заявляет, что безопасность будет пересмотрена, но для многих это звучит слишком уже поздно. Эксперты уже предупреждают, что этот налет может изменить правила игры для всех банков Германии, то есть от охраны до страховых частных сейфов. Следующая новость связана с миграционной политикой. В Германии разворачивается новая жесткая глава в миграционной и правоохранительной политике. Федеральная полиция отправила из страны 2 осужденных преступников, одного в Сирию, другого в Афганистан. Речь идет о лицах, ранее осужденных за тяжелые уголовные преступления, которые отбывали наказание в Германии. Такие решения давно обсуждались в правительстве, но до сих пор редко доходили до практики. Это уже 3-я подобная депортация в Сирию с того момента падения режима Башара аль-Асада в конце 2024 года. Долгие годы возвращения в арабские государства было практически заморожено из-за войны и нестабильности. Сейчас Берлин и Дамаск нашли формат для урегулирования вылетов. Причина – это обострение внутреннего давления на правительство. Министр внутренних дел Александр Домбрин, ХДС ХСС, говорит откровенно, цитата,
кто совершает тяжкие преступления, должны покинуть нашу страну. Это вопрос безопасности граждан. Эта политика перестала быть чисто теоретической после того, как в Германии критика в адрес мягкой миграционной практики нарастала месяцами. Оппоненты предупреждали, что без последовательного использования решений в сфере миграционной политики могут сохраняться проблемы в сфере общественной безопасности. Но и противники таких мер громко говорят о рисках. Правозащитники и часть оппозиции указывают на опасения по поводу условий жизни тех, кого отправляют обратно, особенно в страны с продолжающимися конфликтами и нарушениями прав человека. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Канцлер Германии Фридрих Мерц впервые публично признал, что правительство, внимание, плохо объясняет людям, что вообще происходит. По его словам, коалиция допускает ошибки не в решениях, а в том, как и зачем они принимаются. Такая фраза звучит вроде бы спокойно, но за ней на самом деле серьезная проблема. В последние месяцы люди просто не понимают, почему растут расходы, зачем меняют правила и что будет вообще дальше. Бизнес жалуется на путаницу, регионы на отсутствие четких сигналов, а избиратели на то, что новые реформы появляются внезапно и вообще без каких-либо объяснений, а просто ставят перед фактом. Сегодня Мерц фактически признал, что правительство говорит слишком сложно и слишком поздно. Пока министры спорят между собой, решения выходят кусками, то есть без логики и общего плана. В результате одно ведомство обещает поддержку, другое, наоборот, ужесточение, а мы с вами, граждане, остаемся между этими заявлениями. Особенно остро это проявилось в экономике. Например, компании ждали понятных правил по налогам и энергетике, но вместо этого получили абсолютно противоречивые сигналы. Одним обещают облегчение, другим, наоборот, новые обязательства. И как следствие мы с вами видим, что инвестиции откладываются, а доверие бизнеса падает. Внутри коалиции напряжение тоже растет, партнеры все чаще действуют каждый сам по себе, а канцлеру приходится гасить конфликты постфактум, когда недовольство уже вышло наружу. На самом деле такое признание Фридриха Мерца – это реакция на давление снизу. Ему начинает доходить, что если люди не понимают, что делает власть, они начинают думать, что она не контролирует ситуацию. А в Германии, где экономическая стабильность тесно связана с доверием, это вызывает особую обеспокоенность. А дальше напоследок еще важная новость. В Германии фиксируется самая масштабная волна банкротств за последние 20 лет. И 2026 год, по оценкам, может оказаться даже сложнее периода финансового кризиса 2009 года. Хочу обратить ваше внимание, что в 2025 году уже зарегистрировано около 17 600 корпоративных банкротств, и это больше, чем во время кризиса 2009 года, когда показатель был ниже на несколько процентов. Декабрь оказался особенно тяжелым, 1519 компаний обанкротились только в этом месяце, что на 75% больше, чем в среднем в предыдущие годы. Это не сезонный какой-то всплеск, а признак устойчивой структурной проблемы в экономике. Эксперты предупредили, если тренд сегодня не развернется, в 2026 году общее число банкротств может взлететь до 24 тысяч компаний. То есть, внимание, почти 65-70 предприятий в день. А убытки кредиторов оцениваются в 57 миллиардов евро. Ситуация не отражается только в цифрах. За последние 2 года сел на хвост не только мелкий бизнес, все чаще в списках должников попадают средние и крупные предприятия. Например, заводы-поставщики, строительные фирмы, компании металлургии и электрики. Рост крупных банкротств превысил 25% по сравнению с прошлым годом. Почему же это все происходит? На самом деле набор причин этого жесткий и системный. Дорогие электроносители, которые седают маржу производителей, бюрократия и высоконалоговая нагрузка для малого и среднего бизнеса, сильная глобальная конкуренция, особенно со стороны Китая, и слабый внутренний спрос в Германии, который не дает оборотов для роста. Эта волна банкротства уже затронула не только традиционные секторы. Например, десятки клиник и домов престарелых оказались на грани закрытия из-за низких выплат страховщиков и высокой стоимости содержания. Закрытие предприятий ведет к росту безработицы, снижению потребительского спроса и усиливает цепные экономические эффекты. В Евросоюзе Урсула фон дер Ляйен уже сделала заявление на фоне банкротства и выступает за совместную координацию мер по борьбе с кризисом, предупреждая, что только национальное решение стран-членов Европейского Союза не остановит волну банкротств, которая давит на всю европейскую экономику. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.